Друзья, всем привет! Сегодня в продолжении темы по полуосям на рынок Энга. Сегодня рассмотрим, на какие полуоси можно взять отдельно наружный шрус, в каких ситуациях нужно будет брать полуось в сборе. То есть, если мы говорим о рынок Энга, то есть у нас есть полуоси, которые, опять же повторюсь, можно взять наружный шрус отдельно. Это у нас количество шлицов чаще встречается 21,30 и 23,30. Но еще есть один нюанс с наружным шрусом, который на 21,30. То есть внутренний диаметр может быть разный. То есть по количеству шлицов все будет совпадать, а вот по диаметру он не подойдет. То есть мы вставляем вал, а он, допустим, болтается, либо наоборот. Поэтому здесь тоже нужно учитывать этот нюанс. Для других же двигателей, например, для бензиновых, часто встречаются шлицы 21-28, 32-23. На них также можно подобрать наружный шрус отдельно. Остальные же варианты, в основном это только покупка полуоси в сборе. Что касаемо кольца АБС, то АБС его можно перепрессовать с старого шруса на новый, если новый шрус идет без АБС. То есть все подходит по количеству шлицов, единственное, что есть или нет АБС. То есть все перепрессовывается и подходит. Полуоси на Кенгу были в принципе разные. То есть, допустим, если мы берем левую полуось, есть старого образца с толстой осью, то есть как и в принципе на Renault Logan'ах, там тоже старого образца полуоси шли с толстым валом, и нового образца идут с тонким валом. Также это касается и Renault Kangoo. То есть тонкие — это уже нового образца, и старый толстый — это старого образца. Также есть еще полуоси, на которых на внутреннем шрусе нет пружины, они немного дешевле. То есть еще есть вариант со штифтом. То есть вот даже вариант, кстати, он идет на более старых моделях. То есть еще идет в комплекте шплинт. Чтобы точно уже узнать, какой вариант необходим, то есть полуось в сборе или отдельно шрус, нужно снимать с машины и считать по количеству шлицов, потому что ВИН-код и объем двигателя, тип двигателя в этом случае не поможет. Что касаемо Кенга 2, тут немного ситуация посложнее, но с одной стороны есть и положительные моменты. То есть на Кенгу 2 есть только один вариант полуосей, это от компании Spurtline. Изготавливаются они по лицензии официальной, то есть китайский производитель, но при этом, если мы берем и заменяем оригинальную полуось на экспертляйновскую, то тогда у нас есть возможность заменить отдельно наружный шрус. То есть если мы говорим о оригинальной полуоси, то такой возможности нам не предоставляет завод-изготовитель. То если мы взяли уже полуось Expertline, поставили, и потом вследствие эксплуатации машины нам понадобится менять наружный шрус, то есть мы его без проблем можем взять отдельно и поменять только сам наружный шрус. Как показывает практика, самый популярный, самый часто встречаемый шрус — это 21-30, то есть самый распространенный, но не стоит забывать о внутреннем диаметре самого шруса. Также, что касаемо пыльников. При выборе пыльника лучше осмотреть свои полуоси на размер, то есть толстая полуось либо тонкая полуось, поэтому также может отличаться пыльник по диаметру. Поэтому лучше замерить и тогда уже по данным параметрам подбирать пыльник под свою полуось. То есть учитывать, толстая это полуось старого образца или же нового полуось нового образца тонкая. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите комментарии. В описании под видео будет ссылка на наш магазин, Instagram, Facebook и Drive 2, где вы также можете заказать запчасти. До новых встреч!